Эдвард лежал в больнице, борясь за свою жизнь после серьезной болезни. В это тяжелое время он узнал, что его дети Алекс, Дэн и Марк начали делить его имущество, пока он находится в неведении. Сначала он не хотел верить в это, но вскоре стал свидетелем того, как они начали распродажу его вещей и недвижимости, не дождавшись его выздоровления. Алекс, старший из детей, был доволен тем, как распределяются активы, считая, что он заслуживает большего, так как всегда был рядом с отцом. Однако Дэн и Марк были недовольны и чувствовали, что их обделили. Эдвард, несмотря на всю боль и страдания, не хотел предпринимать никаких действий против своих детей. Они были его плотью и кровью, и он не мог представить, что в их сердцах может быть место для жадности. Он решил взять паузу и обдумать ситуацию, надеясь, что разум и любовь к семье возобладают над алчностью. Однако вскоре его дети предложили адвокату $1 миллион за то, чтобы тот огласил завещание, которое, как они надеялись, будет в их пользу. Эдвард понял, что его дети готовы на все ради денег, и это сильно его огорчило. В один из дней Алекс и Дэн попытались вывести Эдварда из больницы, несмотря на его тяжелое состояние. Они настаивали, что им нужно обсудить дела семьи, но Эдвард, осознавая их истинные намерения, отказался ехать с ними. Охрана, увидев, что происходит, вмешалась и вывела детей из больницы. Понимая, что ситуация требует решительных действий, Эдвард вызвал адвоката для составления нового завещания. Он хотел оставить все свое состояние на благотворительность, чтобы помочь тем, кто действительно нуждается, а не тем, кто был готов предать его ради денег. Через 3 месяца Эдвард скончался. На оглашении завещания присутствовали десятки людей, включая друзей Эдварда и персонал больницы, которые знали его как доброго и щедрого человека. Алекс, Дэн и Марк с нетерпением ждали, чтобы узнать, что им достанется, но их ожидания были разрушены. Каждый из них получил всего по $1, а остальное состояние Эдварда ушло на благотворительность. Алекс, не в силах сдержать гнев, поклялся оспорить завещание, но его попытки оказались тщетными. Эдвард учредил трастовые фонды для своих внуков, чтобы они могли получить доступ к ним, когда им исполнится 20 лет. Это решение стало для детей Эдварда еще одним ударом. Они были вынуждены переехать и найти работу, так как больше не могли полагаться на наследство, которое они считали своим. Эта история стала уроком для всех, кто был знаком с Эдвардом и его детьми. Она напомнила о том, что истинные ценности в жизни не измеряются деньгами, а состраданием и любовью, которые мы оставляем после себя. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.